Какую надо приложить силу, чтобы приподнять за один конец рельс длиной 10 метров и массой 500 кг, если другой конец рельса останется лежать на земле? Известна масса рельса равна 500 кг, и длина его L равно 10 метров. Нужно приподнять рельс за один конец. Какую нужно определить силу? Лежит рельс. Вес рельса можно определить. Это вот значение P. И нам нужно определить силу, которую нужно приподнять рельс вот за один конец этой стороны. Эту картинку можно определить таким образом, что если мы приподнимаем немножко силу, отрываем ее от земли, вся эта картина будет выглядеть следующим образом. Вот эта точка О, относительно которой будет поворачиваться рельс, она будет нашей точкой опоры, в которой рельс будет лежать с одной стороны, а с другой стороны мы действуем на него силой F. Вот так. Силу веса самого рельса мы прикладываем к середине самого рельса, ровно пополам. Если длина у него 10 метров, значит получается, что точка приложения силы веса будет посередине. Для того, чтобы рельс находился в состоянии покоя, необходимо, чтобы сумма всех сил, которые действуют в этой системе, была результирующая равна нулю. В данном случае, что мы здесь будем иметь? Если мы немножко приподняли, значит, на вот этот конец, на который мы не тоже будет действовать сила, какая реакция сила. Рельс будет опираться, сила реакции будет действовать. И часть веса будет разложить. Можно на вот это значение и это значение. Если мы определим это как F2, то F плюс F2 в сумме должны быть равны силе веса. Эти силы направлены в противоположном направлении, а вес направлен сюда. Это условие выполняется. Теперь посмотрим, каким образом выполняется условие, чтобы рельс не вращался. А для этого необходимо, чтобы моменты силы, которые действуют на него, тоже друг друга компенсируют. Давайте посмотрим, какие здесь будут относительно этой точки О, обозначим ее О, какие здесь действуют моменты силы. Во-первых, действует сила тяжести рельса, вот ее плечо, равно половине длины рельса. И вот сила, которая его приподняла, действует на всю длину рельса. Момент силы P мы можем записать таким образом. Равен P умножить на вот это плечо. А на чему равно L пополам. А это все будет равно L. P умножить на L деленное на P знаем, P равно mg, а момент силы F равен F, что множится на вот плечо силы действующей F на L. Если момент силы P действует по часовой стрелке, если посмотреть вот так вот вращение, то момент силы F действует против часовой стрелки. Они направлены в противоположную сторону. Но для того, чтобы рельс находился в неподвижном состоянии, приподнятом, эти моменты должны быть одинаковы. Модули этих моментов направлены, конечно, противоположны друг относительно друга, но модули этих моментов должны быть одинаковы. Можем записать это что? Модуль значения силы равен модулю значения силы. И теперь будем подставлять эти значения. Модуль силы веса равно P умножить на L деленное на 2 и равно модулю силы действующей, когда поднимаем, F умножить на L. Ну, в этом выражении, видите, как L вроде бы и не играет роль. Можно сказать, что P деленное на 2 равно F. Вот оно сокращается здесь. Теперь мы можем определить, чему же равна сила F. F равна mg у нас есть, P равно mg. Итак, F равно будет P деленное на 2. Или равно 1/2. Записываем значение 500 килограмм умножится на g на 9,8 метра за секунду в квадрате. Мы получаем 2,450 ньютона. Килограмм на метр на секунду в квадрате это будет. Можем записать, что равно приблизительно 2,45 килоньютон. В данном случае, рассматривая эту задачу, мы видим, определяем моменты сил, которые действуют относительно точки, в которой происходит поворот. Вот эта точка, она получается, если немножко приподнять, тоже упирается в землю. Относительно этой точки действует два момента сил. С одной стороны момент силы веса, а с другой стороны момент силы, который мы приподнимаем. В данном случае 10 метров определены в задаче в какой-то степени избыточным значением, потому что, как видите, мы тут приравняв значение момента сил и зная о том, что вес распределен в середине рельсы, как раз получается, что L пополам и L сократилось. Итак, F напишем равно 24,50 ньютона.